Приветствую вас, друзья! А вот и мы, соскучились по нам? Да, мы давненько не выпускали новых дайджестов, а все потому, что готовим для вас много всего интересного. От переводов познавательных космических видео до подкастов. Я сегодня очень рада быть снова с вами. Давайте скорее посмотрим новый выпуск Newsweek и узнаем, что же нового и нашумевшего произошло в мире космической индустрии за прошедшие пару недель. Не можем еще раз не поздравить команду SpaceX с успешными летными тестами прототипа Starship SN-15. Мы с ребятами стримили это грандиозное и историческое событие, и восторгу не было предела. Что же еще в новом выпуске? Марсианский вертолетик вовсю покорил Красную планету, совершив 5 полетов и сменив свой аэродром. Но это еще не предел. Цветные фотографии Марса и звуки Ingenuity в нашем выпуске. А сколько шума сейчас вокруг криптовалюты Dogecoin, и все благодаря эпатажному Илону Маску. А совсем недавно SpaceX объявила о миссии Doge One на Луну. НАСА повышает цены на частные миссии на МКС. А цены-то стали теперь действительно космическими. Компания Firefly Aerospace не дает нам заскучать без громких новостей. Например, недавно компания стала космическим единорогом. А что это значит и когда первый запуск ракеты Альфа, вы узнаете через несколько минут. Blue Origin объявила, что 20 июля отправит в космос первый экипаж на ракете New Shepard. Ребята, это уже практически через 2 месяца. А что же там со следующим запуском у Virgin Orbit? Похоже, что не все так просто. Давайте скорее смотреть. Традиционно начнем с полей в прямом смысле этого слова частного космодрома SpaceX Бока-Чика, или правильнее уже Starbase. В ночь с 5 на 6 марта прототип космического корабля Starship под серийным номером 15 совершил успешный тестовый полет на среднюю высоту, достигнув отметки 10 километров. Затем он совершил разворот в воздухе и, друзья, успешно сел, не взорвавшись даже после посадки. Впервые! Вскоре после посадки Илон Маск написал в своем твиттере: «Starship приземлился номинально. Вы уже отошли от празднования сего события, мы все еще под впечатлением». Помимо этого, Илон в твиттере обмолвился о возможности второго запуска прототипа, и Starship даже уже установили на стартовый стол, так что ждем новых впечатлений и рекордов. На сборочной площадке в Starbase, ведь уже Илон и все местные работники называют местность именно так, а на днях так вообще появилась и надпись с подсветкой «Красотища». Так вот, активно строится стартовый орбитальный стол и инфраструктура. Да-да, именно с него будут проводиться первые попытки орбитальных запусков системы Starship. Работы должны завершить к лету. Первый полет планируют уже не ранее 1 июля 2021. Вы можете себе такое представить? Лето будет жарким. В High-Bay наконец-то появился кран, да не просто, а целый кранище. Теперь сборка прототипов Super Heavy должна ускориться. Кстати, первая часть Super Heavy BN3 была замечена на сборочной площадке, а также, возможно, днище. Если все пойдет по плану, то он может стать тем ускорителем, который выведет SN-20 на орбиту, что станет крупнейшей вехой в истории. Уже известно, что Super Heavy BN2 будет иметь 8 двигателей Raptor, так как обнаружены 8 креплений для двигателей на нижней переборке с шайбой BN2. Еще немного об инфраструктуре. SpaceX теперь делает не только прототипы, но и резервуары для топлива. На площадку для испытаний перевезли стенд с обтекателем. Началось возведение башни обслуживания. Таких металлических конструкций будет 4. Кстати, после полета у SN-15 отвалилась только одна плитка. Ранее несколько плиток отвалилось при прожиге. Также мы можем посмотреть на те самые многочисленные изменения. У SpaceX уже 2 спота от Boston Dynamics. Starship SN-16 собран в ангаре. Также на него установили одно крыло. Ну вы видели, какое красивое и элегантное пополнение во флоте SpaceX? Знакомьтесь, это Shelia Bordelon, новый корабль флота компании. На фото перед вашими глазами она грациозно возвращается в порт Канаверал с 2 створками обтекателя после очередной миссии по запуску спутников Starlink, которые были выловлены из воды своим краном. Они выглядят целыми, но не покрыты брезентом. Компания расширила свой флот после снятия сеток с Miss-3 и Miss-Chief. Сейчас их судьба под вопросом. В порту их приводят в конфигурацию, как до заключения контракта. Вероятно, SpaceX вовсе пока отказались от ловли створок в сети. Чаще всего створки вылавливают из воды и используют повторно. В сеть они попадают редко. Для этого сейчас почти весь флот тренируется на створках, чтобы поддерживать темпы запусков.
А совсем недавно стало известно имя третьей платформы SpaceX для посадки ступени в океане. Это Мармак 302, и находится он в Порт-Фуршоне, штат Луизиана. Судя по всему, баржа будет модернизирована для посадки ступени ракеты Falcon 9. SpaceX управляет двумя баржами схожей конструкции – Мармак 303 и Мармак 304, более известными как Just Read the Instructions и Of Course I Still Love You. Будущая плавучая платформа будет носить имя A Shotful of Gravitas и использоваться для посадки ступеней Falcon 9. Ожидается, что она дебютирует в этом году, но пока неизвестно, на каком побережье. 7 мая Ingenuity успешно выполнил свой 5-й полет, приземлившись на новое место в 129 метрах от прошлого. С этого момента для него начинается новый демонстрационный этап, который расширит область изучения Марса. Полет начался в 22:26 по Москве и продлился 108 секунд. Вертолет поставил новый рекорд высоты, поднявшись на 10 метров над Красной планетой. Команда Ingenuity выбрала новое место посадки на основе информации, полученной во время предыдущего полета, первой операции воздушной разведки на другой планете, что позволило им создать цифровые карты высот, показывающие почти полностью ровную местность, без препятствий. Как прокомментировал Джош Равич, ведущий инженер-механик Ingenuity, одной из самых главных причин, почему мы решили продлить миссию Ingenuity, является то, что наш вертолет оказался даже более надежным, чем мы надеялись. Система питания, которая беспокоила нас в течение многих лет, обеспечивает достаточным количеством энергии, чтобы обогреватели должным образом работали ночью, не давая системам Ingenuity замерзнуть. Системы управления и навигации работают отлично, как и роторная система. Возвращаясь к разговору о 5-м полете, хотелось бы сказать, что мы отправляемся на новое место, потому что именно в том направлении движется Perseverance. Если мы хотим и дальше демонстрировать возможность наблюдения за марсоходом с высоты птичьего полета, то мы обязаны отправиться туда, куда едет ровер. Помимо этого, НАСА опубликовала видео 4-го полета, которое было записано марсоходом Perseverance. Шум в начале – это ветер, который дует в кратере Джезера. Тссс! Слышите? Гул, который слышно чуть позже, это и есть сам вертолет. Его лопасти крутятся со скоростью 2537 оборотов в минуту, создавая в разреженной атмосфере именно такой звук. А чтобы окончательно проникнуться марсианской атмосферой и всем там происходящим, НАСА опубликовала 3D-видео 3-го полета марсианского вертолета Ingenuity, который в тот день, 25 апреля, поднялся на высоту 5 метров и суммарно пролетел около 50 метров. Съемка велась с камеры Mastcam Z, расположенной на мачте марсохода Perseverance. Изначально видео было записано в нормальных цветах, но инженеры решили его визуализировать, придав драматическую глубину в моменты, когда вертолет поднимается, зависает, а затем исчезает за пределами экрана. Наблюдать за этой сценой все равно, что стоять на поверхности Марса рядом с Perseverance и наблюдать за полетом воочию, отметил научный журналист Пэт Бреннан. Надевайте 3D-очки и наслаждайтесь полетом. Но если у вас их нет, то это не повод расстраиваться. Заботливое агентство выложило на своем сайте инструкцию по тому, как своими руками сделать такие очки из картона. Ссылку на инструкцию мы крепим в описании к этому видео. Космический аппарат JUICE прибыл в Европейский центр космических исследований и технологий на прошлой неделе. Сейчас его распаковывают и готовят к испытаниям, которые начнутся в конце месяца. Он проведет несколько недель в камере, подвергаясь экстремальным циклам нагрева и охлаждения в вакууме, чтобы подтвердить, что он готов к долгому путешествию к Юпитеру. JUICE останется в центре до июля, а затем будет отправлен в Тулузу для проведения последнего раунда испытаний. После этого он направится на космодром во французской Гвиане, где в следующем году будет запущен на ракете Ариан 5. Оказавшись в системе Юпитера, спутник проведет подробные наблюдения за гигантской газовой планетой и 3 ее большими океанскими спутниками – Ганимедом, Каллисто и Европой с помощью набора приборов дистанционного зондирования, геофизических и наземных инструментов. В рамках миссии Doggy-1 по программе RightShare компания Geometric Energy Corporation запустит 40-килограммовый CubeSat на лунную орбиту в первом квартале 2022 года. Миссия примечательна тем, что для оплаты запуска используют криптовалюту Dogecoin. На спутник установят инструменты для наблюдения и дистанционного зондирования поверхности Луны.
Эта миссия продемонстрирует применение криптовалюты за пределами околоземной орбиты и заложит основу для межпланетной торговли, сказал вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Том Очинера. Acer Aerospace получили 500 тысяч евро в рамках программы ESA Boost. Эта награда была направлена на подготовку к 2 основным раундам конкурса, каждый на сумму 11 миллионов евро, финансируемых Европейским космическим агентством. Первый раунд сейчас почти закончен. Acer были выбраны для получения рекомендаций, необходимой для подачи официального предложения в ESA. Агентство рассмотрит предложение Acer и вступит в переговоры с компанией. Поскольку это единственная подача заявки на награду, процесс по большей части является формальностью. В обмен на финансирование в размере 11 миллионов евро Acer Aerospace должна будет запустить 2 150-килограммовых спутника, которые выберет правительство Германии. Спутники будут доставлены на орбиту ракеты Spectrum. Она двухступенчатая и может вывести до 700 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту. Первый полет ракеты Spectrum назначен на середину 2022 года, но компания сообщила, что дата запуска будет зависеть от того, будет ли готова в срок стартовая площадка, которую строит Endor Space в Норвегии. НАСА повысила цены, которые оно будет взимать за будущие частные миссии на Международную космическую станцию, заявив, что новые цены отражают истинные затраты на поддержку этих миссий. В соответствии с первоначальной ценовой политикой, опубликованной в июне 2019 года в рамках стратегии коммерциализации НАСА на низкой околоземной орбите, агентство взимало $11 250 с человека в день за жизнеобеспечение и туалет, а также $22 500 с человека в день за другие вещи, включая продукты питания и воздух. Результатом новой политики является гораздо более высокая цена, взимаемая НАСА с компаний, выполняющих частные миссии астронавтов. Согласно старой политике, обеспечение жизнедеятельности экипажа для гипотетической недельной миссии на МКС из 4 человек обошлось бы в $945 тысяч, без учета планирования, хранения и питания. В соответствии с новой политикой, расходы на грузы, продовольствие и предметы снабжения для той же миссии составят более $2,5 миллионов как минимум, плюс $10 миллионов в виде сборов за каждую миссию. Пересмотренные цены не распространяются на первую частную миссию Axiom Space. В этой миссии Crew Dragon доставит на МКС 3 частных клиентов и 1 профессионального астронавта Axiom в начале 2022 года. Федеральная авиационная администрация США выдала разрешение космической компании Firefly Aerospace на полеты сверхлегкой ракеты Альфа. Согласно лицензии администрации, Firefly Aerospace разрешается проводить полеты Альфа со стартовой площадки на калифорнийской базе космических войск США Ванденберг с доставкой первой миссии с несколькими полезными грузами на низкую околоземную орбиту. И, конечно, компании разрешено проводить предполетные наземные операции на базе космических войск. А еще совсем недавно Firefly Aerospace стала космической компанией стоимостью более $1 миллиарда после привлечения $75 миллионов инвестиций. Таким образом, став компанией единорогом в космической сфере. Как вы уже могли догадаться, единорог – это термин, используемый в индустрии венчурного капитала для описания стартапов стоимостью более $1 миллиарда. Это дает нам разгон для нескольких успешных запусков Альфа, успешного выполнения многих основных этапов программы лунного посадочного модуля Blue Ghost, сказал CNBC соучредитель и SEO Firefly Том Маркусик. Он добавил, что Firefly надеется запустить Альфа к середине июня, но подчеркнул, что первый запуск сопровождается множеством неизвестных. Мы все в некотором роде братья по оружию, которые открывают новую космическую революцию, и в некотором смысле мы все в одной команде делаем космос доступным, сказал Маркусик. Ну а мы всей командой желаем Firefly первого успешного запуска ракеты Альфа. Boeing планирует запустить Starliner не раньше 30 июля. Это немного раньше, чем ранее объявленная дата – начало августа. В рамках этой миссии корабль также попытается пристыковаться к МКС. Boeing заявил, что выполнил все рекомендации независимой комиссии, которую собрали из-за провала миссии OFT-1. Если вторая попытка пройдет без нареканий, то полет с экипажем состоится не раньше декабря этого года. Ну, ждем. Напомним, что первый тестовый запуск корабля без экипажа
состоялся 20 декабря 2019 года в рамках программы Commercial Crew Program. По первоначальному плану автоматическая пристыковка корабля к стыковочному порту на модуле «Гармония» ожидалась 21 декабря 2019. Из-за сбоя полетного компьютера корабля стыковка с МКС была отменена, а его посадка выполнена 22 декабря того же 2019 года. Роскосмос отложил разработку эскизного проекта ракеты «Союз-6». Ранее планировалось потратить 166 миллионов рублей на эскизный проект. Срок выполнения с января по ноябрь 2021 года. Теперь этот срок сдвинули на 1 год. «Союз-6» — это ракета, которая сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту 5,5 тонн, на геопереходную орбиту 2,3 тонны. На первой ступени будет установлен двигатель РД-180МВ. Blue Origin объявила, что 20 июля отправит в космос первый экипаж на ракете New Shepard. Цена билетов так и осталась неизвестной. Зато был объявлен аукцион за место в первом полете. Он пройдет в 3 этапа. Заключительный состоится 12 июня. Там на публичных торгах мы узнаем имя туриста. Кроме туристов, в полет отправятся 5 сотрудников компании, имена которых пока неизвестны. А что вы думаете про космический туризм и хотели бы стать счастливым обладателем такого билета? Пишите в комментариях! Virgin Orbit объявила о следующем запуске ракеты Launcher One. Сейчас ракета уже собрана, и через пару дней ее отправят на испытательный полигон в Мохаве для предстартовой подготовки. Компания запустит 3 набора кубсатов в интересах Министерства обороны США. Кубсат, предоставленный военно-воздушными силами Нидерландов, а также 2 коммерческих оптических кубсата от Set Revolution, которые положат начало созданию группировки из 14 аппаратов. Полезная нагрузка будет выведена на круговую орбиту высотой 500 км и наклонением 60 градусов. Запуск назначен на июнь этого года. А на этом у нас все, друзья. Надеемся, вам понравился наш новый выпуск. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И как говорят в Firefly Aerospace, making space for everyone. Скоро увидимся!